Бабушка и подумать не могла, что одна случайная прогулка изменит ее жизнь и превратит тихий деревенский быт в настоящую сагу. Это случилось теплым летним утром, когда небо было ясным, трава еще влажная от росы, а птицы вовсю выводили свои мелодии. Бабушка шла по знакомой тропинке за деревней, как делала это почти каждый день. В резиновых сапогах, с маленьким ведром в руке, собирала травы, ягоды, грибы. Спина уже не та, но привычка к утренним прогулкам осталась с тех пор, как она вышла на пенсию. Вдруг где-то в высокой траве, под самым кустом малины, раздался жалобный писк. Он был едва уловим, но сразу тревожный. Бабушка остановилась, прислушалась, огляделась. Потом решительно раздвинула заросли и чуть не ахнула. Перед ней сидел крошечный щенок, весь седой, с большими испуганными глазами на тоненьких лапках. Шерсть клочками свисала с костлявого тела. Он был так истощен, что даже не мог нормально встать, только жалобно взвизгивал, пытаясь отползти. Бабушкино сердце дрогнуло. «Да что ж ты за бедолага такой?» — тихо проговорила она, аккуратно подбирая малыша на руки. Он не сопротивлялся, только прижался к ее груди, будто сразу понял. Перед ним спасение. Дома бабушка напоила его водой, дала размоченного хлеба с молоком. Щенок съел с жадностью, но осторожно, как будто боялся, что его снова бросят или отнимут еду. Через пару часов он уснул на старом одеяле, свернувшись калачиком у печки. Бабушка поглядывала на него с удивлением и жалостью, седой, необычный, будто не отсюда. Но разве можно было пройти мимо? У нее уже жили два кота, важный полосатый барсик и пушистая мурка, а еще старая овчарка Дина, которая охраняла двор. Все животные приняли нового жильца спокойно, даже с интересом. Барсик однажды подошел, понюхал щенка и, не найдя в нем угрозы, лег рядом. Дина сначала зарычала, но потом обнюхала, махнула хвостом и ушла на свое место. Мурка, как истинная кошка, решила наблюдать издали. Через пару дней в гости приехал внук. Павел, студент из города. Увидев странного щенка, он нахмурился. «Баб, а ты точно знаешь, что это собака? Он какой-то дикий. Сам видишь? Щенок. Кто ж его бросил-то? Не могла я его оставить». Они решили сходить на ближайшую турбазу. Вдруг щенок сбежал от кого-то. Павел поговорил с сотрудниками, но оказалось, что все гости уже уехали, а о пропаже щенка никто не сообщал. На этом поиски хозяев закончились. Бабушка решила оставить найденыша себе и назвала его просто Серый. Малыш оказался умным. Быстро запомнил, где миска, куда ходить по делам, с кем можно играть, а к кому лучше не приставать. Он рос, и рос быстро, слишком быстро. Уже через месяц бабушка заметила, что его лапы стали длиннее, тело вытянулось, шерсть стала гуще и жестче. «Вот ведь косматик какой!» — ворчала бабушка, расчесывая его. «Растешь, как на дрожжах». Прошло полгода. Серый стал почти размером с Дину. Мускулистый, крепкий, с характером. Но при этом был ласковым, верным и никогда не проявлял агрессии. Играл с котами, гонялся за воробьями, но всегда слушался бабушку. Однако тревога росла. Шерсть, как у дикого зверя, морда вытянутая, а глаза умные, но хищные. Через год он превратился в гиганта. Его рост превышал овчарку почти вдвое. Он носился по двору, как ураган, мог спокойно опрокинуть деревянную скамейку, а однажды в игре повалил Дину, будто та была щенком. Бабушка тогда схватилась за голову. «Не собака ты! Зверь ты лесной!» Тут снова появился Павел. Он тоже был в шоке.
«Баб, я тебе говорил, это не собака, это волк или гибрид какой-то». Они решили не откладывать и поехали в городскую ветклинику. Серому надели намордник. На всякий случай. В машине он вел себя спокойно, смотрел в окно, словно все понимал. В клинике его осматривал опытный ветеринар. Он долго щупал пса, осматривал зубы, шерсть, уши, лапы. Потом снял очки, усмехнулся. «Да вы, мама, себе не волка подобрали, а щенка ирландского волкодава. Это одна из самых крупных пород собак. Растут быстро, выглядят диковато, но характер — золото». Бабушка опешила. «Ирландский волкодав? А я думала, мутант какой». Врач успокоил ее. Сказал, что Серый здоров, хорошо развит. Только ему нужно правильное питание и занятия. Павел записал бабушку и пса в ближайший клуб кинологов, а сам пообещал заниматься с ним в выходные. «Не волнуйся, бабуль, это не волк. Это просто большая добрая собака». С тех пор Серый стал частью семьи. Он охранял двор, играл с детьми, помогал бабушке по хозяйству, сопровождал в огород, лежал рядом, пока она полола грядки, даже гонял кур по двору, когда те заходили в клумбы. С приходом зимы Серый буквально расцвел, прыгал по сугробам, нырял в снег, носился по тропинкам. Но настоящая слава пришла к нему во время сильной метели. В ту ночь отключили свет, завывал ветер, все было покрыто белой пеленой. Вдруг у двери раздался слабый стук. Бабушка едва расслышала, открыла и увидела мальчишку лет 10, весь в снегу, в легкой куртке. Он еле стоял. Серый выбежал в пургу, привел его за собой. Оказалось, парень сбежал из базы отдыха. Заплутал. Кто знает, что было бы, не окажись рядом эта собака. Газета написала заметку. Павел гордился. А бабушка в шутку говорила: «У меня тут герой растет. На пенсию скоро отправлю, как заслуженного пса». Весной Павел предложил сделать Серого терапевтическим псом. Внук написал в соцсетях, что в деревне живет волкодав, который отлично ладит с детьми и может помогать в реабилитации. И действительно, к бабушке стали приезжать мамы с детьми. Кто-то просто поиграть, кто-то пообщаться с животным, преодолеть страх, замкнутость. Серый терпеливо слушал, ложился рядом, позволял себя гладить. Он стал настоящим лекарем душ. Бабушка порой смотрела на него и думала: кто бы мог подумать? Нашелся в траве, как сорняк, а стал деревенской гордостью. Если вам понравилась эта история, ставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь, а мы с Серым и бабушкой будем ждать вас в следующем рассказе. До новых встреч!